Всем привет, меня зовут Мария Мироневич, и вы на канале Как похудеть. У меня в руках кабачок, не только один, у меня их много. Мы с вами приготовим сегодня 3 разных вкусных блюда из кабачков. Я уверена, что какое-то вам обязательно понравится, скорее всего все. Как всегда, будем готовить просто, быстро и из самых доступных ингредиентов. Ну что, начинаем кабачковый сезон. Для первого рецепта нам понадобятся кабачки. Отрезаем хвостик, и я их нарезаю колечками где-то около сантиметра толщиной. Теперь кабачки необходимо отправить на сковородку. Я сразу взяла большой такой сотейник, чтобы можно было сразу отправить большое количество кружочков кабачка. Кабачки необходимо обжаривать на среднем огне. Кабачки жарятся, а мы с вами готовим остальные ингредиенты. Лук я нарезаю сначала на полукольца, а потом вот таким мелким кубиком. На сковороде я уже разогрела 1 столовую ложку растительного масла и отправляю туда 2 нарезанные луковки. Оставляем луковицу пассероваться. Ну все, готовим быстро, уже пора перевернуть кабачки. Сильно их прям зажаривать не нужно, нужно просто, чтобы они схватились. Таким образом переворачиваю все кабачки. Среднюю морковку натираю на крупной терке. Соединяю с луком и перемешиваю. Первая партия наших кабачков готова. Вот такие они получаются румяненькие, но они получаются не пережаренные, не сильно масляные, другие нам и не нужны. Следующую партию кабачков я уже отправила на сковороду, а пока нарезаю сладкий перчик на ломтики, а потом нарезаю его меленьким кубиком. Загружаем перчик к луку и морковке. Еще у меня есть 4 симпатичные помидорки. Их я нарезаю сначала тоже на ломтики, а затем нарезаю томатики кубиком. Теперь отправляем томаты ко всем овощам и обязательно все перемешиваем. Наши овощи почти готовы. Остается, конечно же, наш будущий соус. Хорошенько поперчить. Это все делают по вкусу. Еще сразу присаливаю. Тоже по вкусу. Добавляю 3 столовые ложки домашнего томатного соуса. Ссылка на него появится в правом верхнем углу. Теперь необходимо все перемешать до однородного состояния. Соус почти готов. Добавляю 300 мл воды. Все перемешиваю. И сейчас прибавляю газ для того, чтобы соус прокипел буквально минутку. Теперь у меня плита выключена, кабачки я выложила вот таким замечательным слоем и щедро сдабриваю их нашим супер вкусным, нежным, ароматным, по-настоящему летним овощным соусом. Первый слой мы уже сделали, теперь выкладываем кабачки следующим слоем. И у нас получится с вами просто, я не знаю, одно из самых лучших блюд из кабачков, которые вы можете приготовить. Этот рецепт в нашей семье очень много лет. Он всегда удается, всегда удачный и всем нравится. Поэтому обязательно приготовьте, ну и потом напишите мне отзыв. Таким образом я перекладываю кабачки соусом каждый раз. У меня всего получается из 3 кабачков 3 слоя. И каждый слой я, конечно же, щедро сдабриваю нашим овощным соусом. Теперь, когда все слои готовы, нам остается накрыть крышкой и включить сейчас на медленный огонь и дождаться, пока наше кабачковое сате закипит. Прошло 2 минутки, наше шикарное сате из кабачков закипело. Это верный признак, что оно готово. Выключаем газ. Отправляем наше замечательное сате с огромным количеством овощей на тарелку. Это очень вкусно, и самое главное, конечно, в этом блюде выдержка. Если вы отправите это сате на ночь в холодильник, то на утро оно станет еще вкуснее. Ну, конечно, самое главное, как-то взять себя в руки и не съесть все с вечера. Как вариант, готовить побольше, чтобы хватило и на вечер, и на утро, потому что такую вкусноту можно добавить и к завтраку, и к обеду, и к ужину, и будет только польза. Ну и, конечно, восхитительный вкус. Щедро добавляем зелени. Приятного аппетита! Настало время приготовить рецепт из кабачков номер 2. Мы с вами приготовим, как всегда, быстрый, но при этом вкусный, полноценный и действительно летний ужин. Готовить будем без мяса для разнообразия, ну и в том числе потому, что так просто готовится быстрее. Начинаем! Нам понадобится 2 луковки средние. Лук я нарезаю тонкими полукольцами. Отправляем лук на сковороду с разогретым растительным маслом. Масло я добавила 1 столовую ложку. Ну и оставляем лучок наш пассероваться.
400 граммов шампиньонов я уже почистила и теперь нарезаю на полукольца. Загружаем грибочки в сковородку. Сейчас я прибавлю огонь до среднего для того, чтобы овощи просто быстрее обжарились. Кабачку отрезаем все лишнее. У меня один крупный, а если у вас средний, то возьмите 2 штучки. И теперь будем нарезать его. Нарезаю сначала пластинками, затем нарезаю на 3 части и режу кубиком, где-то около сантиметра. Грибы уже вот так аппетитно выглядят. Самое время добавить к ним кубики кабачков. Ну и, конечно, перемешать. Кабачки почти готовы. Самое время поперчить, немного посолить. Добавляю 5 зубчиков чеснока, это опционально, можно добавлять, можно нет. Еще добавляю 2 щедрые хорошие ложки сметаны, а у нас будут кабачки в белом соусе. И еще добавляю 300 граммов фасоли, которую отварила заранее. Вы можете использовать консервированную. Теперь остается всю эту вкусноту и красоту хорошенько перемешать. Запах просто невероятный. Если вы раньше не готовили грибы с кабачками или кабачки с грибами, обязательно попробуйте. Это очень вкусно. И, конечно, в сметанном соусе получается просто супер нежность. А благодаря чесночку получается еще остро. В общем, вкуснота еще та. Остается накрыть крышкой, прибавить огонь до среднего и подождать пару минут для того, чтобы все вкусы и ароматы смешались. Прошло всего 10 минут, и наш восхитительный, летний, полезный и, кстати, благодаря грибам и фасоли, очень сытный ужин. Эти ароматы, просто моментально будоражат аппетит. И, конечно, такой ужин обязательно нужно подавать, посыпав свежей зеленью. Приятного аппетита! Следующий рецепт тоже очень простой, как и все мои рецепты, очень вкусный. И это такой рецепт универсальный. Вы можете его использовать и как завтрак, как ужин, взять с собой на перекус. В общем, летняя вкуснота из кабачков. Начинаем. 3 средних кабачка натираю на крупной терке. Теперь кабачки, как обычно, необходимо присолить для того, чтобы они отдали лишнюю жидкость. Ну и, конечно, перемешать для того, чтобы соль распределилась равномерно. Филе куриной грудки нарезаю на тоненькие полосочки, а затем нарезаю мелким кубиком. По сути, мы с вами сейчас готовим рубленый фарш. Как вы видите, кабачки я уже отжала. Теперь добавляем к ним наш рубленый фарш. Вот такой отличный он получается. Следом добавляем 3 куриных яйца, 100 мл молока и 100 граммов кускуса. Теперь просто с помощью лопаточки нам предстоит все ингредиенты смешать. Заодно кускус сейчас у нас набухнет. С помощью половника загружаем все в формочки для кексов. Таким образом сейчас я заполню все формы. У меня их 12 штучек выход. Теперь отправляем кексы в заранее разогретую до 180 градусов духовку на полчасика. Полчасика прошло, наши вкусные супер кабачковые кексы готовы. Сейчас сервирую их на тарелку. Мой любимый момент всегда в съемках видео — это показать, что же у нас получилось. А получилась вот такая кабачково-куриная вкуснота. Настоятельно рекомендую брать соус томатный, брать зелень и употреблять с огромным удовольствием. Приятного аппетита! Я очень рада, что сегодня с вами поделилась сразу 3 вкусными, простыми рецептами из моих любимых кабачков, потому что лето их сезон. С удовольствием готовлю новые рецепты и, конечно, делюсь с вами. Кто приготовит, обязательно жду ваши отзывы. Если рецепты вам понравились, пожалуйста, поставьте лайк, оцените нашу работу. Если вы до сих пор не подписаны, конечно, сделайте это и ударьте в колокол для того, чтобы не пропустить новые видео на канале. И еще подписывайтесь обязательно на Инстаграм, там каждый день сторис с тем, что я ем на завтрак, обед и ужин. И вообще много полезной и дополнительной информации, того, что нет на YouTube, потому что с телефона все сделать намного быстрее, чем снимать на камеру. Вот здесь появятся еще наши новые, полезные, интересные и обязательно вкусные видео. С вами была Мария Мироневич. Я желаю всем любви, добра, здоровья и, конечно, солнечного лета.